Итак, всех приветствую на моем канале, с вами Дмитрий. Сегодня 5 мая, такая круглая дата 05.05.2023 года. Я не астролог, но думаю, что в этой дате скроется какой-то, скажем так, подтекст и смысл с точки зрения астрологии. Итак, евро-доллар, ребят, начнем с того, что евро-доллар, как я и говорил вчера, пошел в коррекцию, видите, дневная красная свеча, да, соответственно, мой прогноз сработал. Что дальше? Что дальше? Тук-тук-тук. Ну, давайте смотреть новости какие-то сегодня. Ну, в Японии выходной, это понятно. Выступление члена ЕЦБ в 11 было. Так, и по британскому фунту индекс деловой активности вышел лучше, чем был. Сейчас мы до фунта дойдем. Больше по еврику ничего вроде бы как нет. Соответственно, конечно, вечером еще будет 15:30 важные новости по США. Их там несколько. Все перечислять не буду, но одно из самых главных — это изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Если выйдет сильные новости, то это еще раз ударит по валютам против американского доллара. То есть я имею в виду американский доллар будет себя чувствовать крепче, соответственно валютные пары будут ходить вниз, естественно, против доллара. Итак, смотрим часовик. Что мы видим? Хороший вопрос. Ходят, в принципе, в боковике. Если, давайте быть точным, с точки зрения 11 часов, когда вышли новости, то тут опять же боковик на 5 минутках. Видимо, та новость о заседании, не заседании, точнее, выступление члена ЕЦБ, видимо, как член не повлиял на соответственную котировку. Ну, я так утрирую и шучу. Далее. Что конкретно ждать? Ну, давайте исходить из того, что в 15:30 будут новости. Но в целом, если мы сейчас не берем фундаментальные новости, то смотрится, конечно, как просится на коррекцию евро против доллара. Но, подчеркиваю, так как будут новости, они могут создать свою картинку, то есть повлиять глобально на эту пару. Поэтому наблюдаем, какие новости вышли. И отсюда уже торгуем. Фунт. Давайте по фунту. Так, пум-пум-пум. Фунт в восходящем тренде. Опять же, не будем далеко ходить. Этот рост, конечно же, подпитался за счет того, что вышли новости. Хорошие новости по экономическим данным фунта, будем так говорить. Да? Соответственно, это дало ускорение к росту. В 11:30, сейчас мы проверяем. 11:30, и вот вам пошел рост. Будет ли он дальше? Ну, скажем так, давайте смотреть. Вот у нас есть уже тут сопротивление на уровне 1.2650. Ну, а там будет труднее, конечно. А глобально, смотрите, глобально это перевернутая голова плечи. Глобально. Конечно, если померить, куда гипотетически может вырасти фунт, он может вырасти до 1.37. И таким образом он отработает этот паттерн. Но, во-первых, возможно, так и будет, но, конечно же, это будет не сразу, потому что, я напомню, на все нужно время, и это даже не 1 месяц. Так, идем дальше. Нефть. По поводу нефти мой прогноз тоже оправдался. Смотрите, я говорил о том, что нефть подрастает и будет еще ожидаемо расти. Соответственно,
скажем так, я ожидаю даже на дневках, смотрите, ожидаю еще какой-то рост. Насколько он сильный будет, тут уже трудно сказать. Но, возможно, может уйти на 71, 71, 72. Почему? Потому что тут будет уже сопротивление. Давайте на часовиках. Тут 71,6 первое сопротивление. Потом уже будет 72 с копейками. Ну, давайте 71 с половиной, а там будет видно. Что касается S&P. Итак, мой прогноз по S&P вчера и по индексам, кто помнит, я говорил, что будет рост. Был ли рост? Был. Был ли он большой? Нет. Давайте смотреть. Вот он. Постепенно. Давайте крупнее сделаем. Вот он. Разворот произошел. Вынос. Потом коррекция и опять рост. Если смотреть дневки, то есть куда расти. Но опять же, ребят, не забывайте, если я говорю, что я работаю от лонга, это не значит, что нужно впрыгивать сразу в сделку. Это значит, нужно работать от лонга, но ждать какую-то коррекцию внутри дня. Вот, допустим, сейчас бы я бы не зашел в лонг, потому что здесь как раз вот, рано или поздно просится коррекция, после чего можно пробовать. Но и не забывайте еще такой момент. Как бы сессия торговая, так как по сути индексы и все остальные инструменты торгуются с понедельника по пятницу, а в выходные крипта торгуется, даже не перестает, точнее, торговаться, правильно сказать, то я делю сессию на две как бы сессии. Европейская, которая до 16:30, да, и американская, которая с 16:30. Почему? Потому что в каждой сессии свои как бы маркетмейкеры, да, которые ведут рынок, и соответственно это разная игра, знаете, это как два разных сеанса, да, поэтому если вы уже, так сказать, собираетесь торговать после 16:30, то надо понимать, что опять же надо дождаться какую-то коррекцию, если мы сегодня от лонга работаем, и потом заходить со стопом. Рекомендую, кстати, стопы ставить, потому что лучше потерять немножко, чем потерять много. Вот, ну, тейки, безусловно, тоже надо ставить, напоминаю. Но это больше информация для новичков, конечно же. Итак, идем дальше. По NASDAQ глобально комментировать не буду, ситуация та же. Рост, как видите, дневки были коррекционным, разворотная модель и может уйти, я вам скажу, еще на там, до 13200 спокойно NASDAQ сегодня. Но опять же, не забывайте про коррекцию. Так, VIX. Давайте VIX посмотрим. VIX вчера рос, вот эти были неопределенности, то он падал, то он рос, как видите, волатильность была по VIX. Напомню, это индекс страха. Соответственно, страх сейчас уже уменьшается. И, соответственно, ожидаю роста индекса. Золото. Итак, золото. Кто смотрел мой выпуск за 4 мая, я говорил, что золото будет расти. Таки оно выросло, как говорят в Одессе, да? Смотрите. Вот утро. Вот был прогноз, была коррекция, и они опять обновили хай. Да? Вот, соответственно, сейчас коррекция, и я бы сказал, что сегодня я бы работал от шорта по золоту. Ну вот мы подошли к сладкому доллар-рубль, ребята. Смотрите, что происходит. 74, смотрите, как укрепляется фактически с 82 доллар-рубль. Я вам скажу, это еще то зрелище, конечно. А я предупреждал, кстати, что он будет укрепляться. Но я думаю, сейчас будет уже сегодня, там, завтра, ну, извините, понедельник разворот. Почему? Потому что тут, во-первых, сопротивление мощное. Поддержка, я имею в виду. Поддержка, я оговорился. Уровень поддержки.
Вот. Ну и глобально, в общем-то, напомню еще раз, в экономике России наступают трудные времена. Вот, если в двух словах, давайте так. Я буду опираться на слова некоторых аналитиков, в том числе и российских, кстати, по поводу доллар-рубль. И хочу сказать, кто помнит, я еще и раньше говорил, кто знает меня, что доллар-рубль уйдет в космос со временем и на 200-250 рублей за доллар. Вы можете не верить, это ваше право, но я имею право высказаться, да, давайте так говорить. Теперь, что касательно биткоина. Как я уже говорил, биткоин будет расти, и вчерашний прогноз опять оправдался. Был рост, была волатильность, была коррекция. Ребят, в жизни без суеты не бывает ничего, я вам так скажу. И, соответственно, это надо воспринять нормально. То есть, работать надо сегодня, опять же, от лонга по крипте. Далее, доллар-иена. Доллар-иена произошла коррекция. Я думаю, скорее всего, можно уже присматриваться к отскоку какому-то. Уровень тут, видите, поддержки уже есть 133,7. И просто смотрим. Если начинает рост, покупаем. Если нет, ждем. Давайте теперь подойдем к акциям. Tesla. Кстати, читал по Тесле, что Tesla подняла цены там незначительно. Не знаю, что они таким образом, честно говоря, добиваются. Ну, не знаю, может быть, те надбавки, которые они по 100-200 долларов добавили к своему автомобилю, как-то кардинально решит их задачу. Типа вроде как и незаметно для потребителя, да, и нам приятно, ну не знаю. Я как-то очень сомнительно отношусь. Кстати, вот в последнее время к Маску у меня неоднозначное мнение. Почему, кто, опять же, ходил на мои вебинары, я думаю, данные слушатели тоже присутствуют на моем канале. Я говорил всегда, что Маск это очень-очень выдающаяся личность, но, к сожалению, в последнее время смотрю, что Маск из бизнеса начал переливаться, я бы так сказал, или уделять внимание политике. И практика показывает, и я хочу сказать, практика показывает, что бизнесмены, которые приходят в политику, они потом как бизнесмены практически, ну скажем так, деградируют и постепенно исчезают. Поэтому, если ты занимаешься бизнесом, у тебя все успешно, не надо лезть в политику, ребята. Для этого есть другие люди, которые для них это хлеб, политика, да. Хотя политика дело грязное, и как бы тут можно долго рассуждать, но не буду. Итак, Tesla. Практически вчера боковик. А Apple, смотрите, Apple тоже падал. Тут уже пошло, так сказать, раскорреляция индексов и акций, да, видите, то есть и Tesla, и Apple падали по сути, незначительно, но падали, а индексы, ну, можно сказать, в боковике стояли. Что ожидать сегодня? Ну, я думаю, что, конечно же, если все-таки индексы продолжат свой рост, то и акции будут тоже расти. Напомню, подписывайтесь на мой канал, кто не хочет пропустить уведомления, ставьте колокольчик вверху, я думаю, все вы знаете, где он находится. Под видео мои ссылки на каналы мои и на брокера, которым я, так сказать, с которым, правильно сказать, я работаю. На этом все. Всем спасибо. Ставьте комментарии, если что-то интересное хотите высказать. С вами был Дмитрий. До встречи. Пока.